Приветствую вас на моем канале. Хочу рассказать о работе, которую мы проделали с двумя автомобилями Toyota RAV4 EV второго поколения. Я уверен, что при обычных условиях эксплуатации с такой проблемой вряд ли можно встретиться. Итак, имеем два автомобиля, которые к нам попали не одновременно, а с разницей где-то месяцев 3. Первый автомобиль был серого цвета, попал к нам от наших партнеров, который по разной информации служил донором агрегатов при ремонте других автомобилей. Но потом его якобы собрали, но он не заработал. И первая проблема, с которой мы столкнулись, это неисправность батареи. На этом я останавливаться не буду, так как я уже делал видео, его можете посмотреть на канале, ссылку оставлю наверху в углу. Далее были ошибки, что необходимо обновить прошивку блоков, что в принципе логично при установке неродных деталей. Мы обратились за помощью к Владимиру Лещенко, известному специалисту в кругах любителей этих автомобилей и не только в Украине, который удаленно подключается с возможностью перепрошивки модулей. Но оказалось все не так просто. И после большого количества времени, потраченного впустую, мы обратились к нашим партнерам, чтобы они нам дали детали для проверки работоспособности узлов. Так как автомобиль не заряжался, не запускался, а при попытке запуска на индикации остаточного пробега выскакивало обозначение Low. И автомобиль выдавал ошибки по БМС. При этом на этой батарее как минимум два автомобиля запускались и ездили. Также большая благодарность Александру с Кривого Рога, который занимается ремонтом моторов на Toyota RAV4, Mercedes, соответственно Tesla. Ссылки на канал YouTube Владимира Лещенко и номер телефона Александра я оставлю в описании под видео. Мы вели с ними консультацию по этим вопросам, и мы проверяли все варианты. Не буду впадать в подробности, но так как на RAV4 EV запчастей нет, то наши харьковские партнеры по согласованию с владельцем дали нам второй автомобиль RAV4 с проблемой незапуска при обычных условиях. При подключении зарядки начала показывать 86 миль. А ну, отсоедини сейчас зарядку. Ага. И после... Так, При подключении зарядки начала показывать 86 миль. А ну, отсоедини сейчас зарядку. Она запустилась. Так, зажигание выключил, и она уже опять никуда не едет, и уже не запускается. Запуск производился только в том случае, если на несколько секунд до этого автомобиль был снят с зарядки. Через 10-15 секунд автомобиль уже не включал контакторы и не включался режим Ready. Но если его запустить, то он ездит до тех пор, пока его не выключить. И нам был передан автомобиль с условием ремонта обеих автомобилей, так что дороги назад у нас не было. Каких-то быстрых вариантов решения проблемы второго синего автомобиля у нас не было. Ошибок, которые указывали на какую-либо неисправность, в памяти не было. Мы начали с подкидывания мотора с одного автомобиля на другой, и серый автомобиль при этом поехал. При дальнейшем изучении оказалось, что на сером автомобиле стояла главная плата от Tesla Model S с абсолютно другой прошивкой. И благо, что мы смогли вычитать прошивку с второго автомобиля и залить ее в плату от Tesla Model S. И инвертор заработал. Так, пытаемся спасти равовскую главную плату с инвертора. Одна, к сожалению, у нас не работает, вторая точно работает. И одна из них тесловская. Вот это Tesla, это с одного рава, это со второго рава. Вот мы теперь считали с процессора, все дампы считали с рабочей платы. И будем пробовать залить ее в тесловскую, заработана или нет. И параллельно зальем во вторую плату, которая не работает. Механически все элементы целые, сгоревших нету. Но она у нас не работает. Поэтому будем пробовать оживлять ее. Будем ставить сюда родную плату, которая здесь была, тоже с перезалитой прошивкой. И посмотрим. Теслы.
Держи. А сейчас подожди, у тебя еще под капотом все работает. Так, установили плату, сейчас будем пробовать. Машина запустилась, включаем драйв. Все, машина поехала. Так вот, смотри, что-то светится красным. Где? А, вот там есть. Что-то диод. Но автомобиль пока не заряжался. Также, сравнив чарджеры обеих RAV и не обнаружив тойотовские наклейки на чарджере серого автомобиля, такие, которые были на синем, мы попробовали поиграться с прошивками плат управления. И все заработало. У нас, кстати, был чарджер с утопленной Теслы. Мы проверили прошивки, и прошивка с Теслы странным образом совпала с прошивкой чарджера серого автомобиля. Короче говоря, серый RAV после перепрошивки платы инвертора и платы чарджера начал заряжаться и ехать. Установили сюда плату, на которой перепрошили. И теперь будем пробовать, заряжается она или нет. Контакторы сработали. Автомобиль начал заряжаться. И если просуммировать все неисправности, с которыми автомобиль к нам попал, имеем: первое, неисправная батарея, по видео, которое было раньше. Второе, установлен неродной инвертор мотора, возможно с Теслы. Не весь мотор, так как на мотор Теслы нет сервопривода паркинга, а здесь он есть. Третье, установлен чарджер с Теслы. Зато теперь у нас есть прошивки, которые можно заливать для переделки этих блоков, в том числе и BMS. Также можете посмотреть, как мы ремонтировали батарею, и тоже там была проблема с перепрошивкой. По второму автомобилю мы уже поняли, что силовая часть полностью рабочая. Ни TechStream, ни Tesla Powertrain не дали нам никаких подсказов по неисправности. Проверили все предохранители, реле. Нравится мучение в поисках проблемы. Уже чего только не придумали. Придумали подсветку, когда включаются катушки релюшек, посмотреть, в чем отличие одной и другой машины. Поэтому уже чего только мы не попридумывали. Было подозрение, что автомобиль заблокирован противоугонкой. А после включения зарядки что-то включается, и автомобиль может запуститься. Так как ничего нештатного мы в автомобиле не нашли, решили перекинуть все блоки управления, включая иммобилайзер, с одной машины на другую. Но столкнулись с такой бедой, что блок ID Codebox оказывается расположен между корпусом печки и моторным щитом. И без снятия торпеды до него не добраться. Переставив все блоки, у нас автомобили перестали запускаться. И по схеме, вот где-то здесь должен находиться еще один блок, который отвечает за иммобилайзер. Мы здесь все разобрали, его не нашли. И нашли этот блок с помощью эндоскопа, в котором заглядываем вовнутрь двигателей. Находится аж за печкой. То есть, чтобы к нему добраться, это нужно снимать полностью торпеду, и только тогда торпеду, печку, и только тогда можно добраться до этого разъема. Вернее, до разъема, до этого блока. Это сделано все для того, чтобы машину нельзя было угнать, быстро разобрать, быстро подменить. Но теперь есть идея, как это реализовать. Сейчас попробуем реализовать ее. Поэтому кинули в разрыв провод от одной машины к другой. При установке всех элементов с одной машины на другую этот автомобиль себя ведет точно так же. Но нашли в конце концов, в чем проблема. И сейчас запускай. Опа, и машина запустилась. Теперь нам нужно будет вернуть все блоки одну в другую, вернуть все
в исходные места и собирать эти машинки и отдавать их. Так, а вот причина. Всего лишь навсего сгорел вот этот вот резистор, который отвечает за... За что он отвечает? Хрень его знает. Который непонятно за что отвечает, но он сгорел. И мы, когда прозванивали, сопротивления не было между одним из контактов и массой. Будь здоров. Не было сопротивления, оно было в обрыве. И, по всей видимости, сгорел резистор. Отвечает Сейчас... за пистолет зарядки. Вот да, отвечает за пистолет зарядки. И сейчас попробуем найти, где этот сам резистор располагается. Потому что мы его сейчас сюда просто подкинули в разъем, и все заработало. Теперь найдем, где он располагается, чтобы посмотреть вообще, как он выглядит. И при дальнейшей прозвонке проводов выявилось то, на что подозрение вообще не падало. На порт зарядки. Зарядка — это то, что на этом автомобиле вообще работало без проблем. В ней не звонился этот резистор. Подкинув цепь резистора, автомобиль начал запускаться. Фух, нашли проблему. Осталось всего лишь найти и заменить этот резистор. Когда закончим эти оба автомобиля, надеюсь, что будет еще интересные автомобили с интересными работами. Кстати, вот это, если хотите знать, какие блоки мы подкидывали, и для того, чтобы продиагностировать. И, кстати, это не все. Еще один блок, который стоит по схеме, вот здесь добавлю фотографию, где она стоит. Да, это гейтвей тестовский, который все соединяет. Кстати, как вы думаете, сколько батареек на автомобиле Toyota RAV4 EV? Ну, понятное дело, что здесь стоит 12-вольтовая батарея, которая включает контакторы и отвечает за включение всей 12-вольтовой системы. Также высоковольтная батарейка стоит под днищем, за счет которой автомобиль ездит. Потом есть еще батарейка в гейтвее, которая, как на компьютере, на материнке, постоянно подпитывает. Есть батарейка в ключах. Но когда мы разбирались по схеме, мы увидели, что здесь еще есть одна батарейка. Вот такая вот батарейка 12-вольтовая. Вот написано 12 вольт. Литиевая батарейка, которая стоит в районе кулисы. И даже ради интереса мы ее вскрыли. Действительно, 4 пальчиковых батарейки. Чуть меньше, чем 18650. Не знаю, какой это форм-фактор. Есть на ней также БМС-ка. И вот она стоит и питает. Так, здесь его, наверное, нету. Питает какой-то модем, который также стоит в районе кулисы. Вот он. Не знаю, для чего он нужен. Мы с этим не разбирались. Но это не столь важно было для нас. Но тем не менее, есть еще вот такой вот 12-вольтовый аккумулятор. Мы его сначала увидели на схеме, а потом увидели вживую. И, кстати, мы уже заканчиваем сборку батареи на Nissan Leaf на литий-железофосфатных элементах. Я думаю, что батарея будет очень интересная. И если хотите увидеть, что из этого получится, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И если появятся вопросы, пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Всем пока!